Всем салют, вы обращали внимание на то, кто в последних матчах вместе с Овечкиным выходит в основе Вашингтона, а периодически даже в первом звене. Это же Иван Мирошниченко, именно его главный тренер Вашингтона подтягивает на место еще одного российского нападающего после ухода Евгения Кузнецова. Предлагаю вместе разобраться, кто это, почему именно он, а главное, есть ли у него перспективы или в ближайший матч его отправят обратно в АХЛ. А мечты о замене Евгения молодым россиянином у руководства уйдут в долгий ящик. А воспитанники школы Витязя стали говорить после юношеских Олимпийских игр, которые проходили в Лозанне в январе 2020 года. На том турнире сборная России выиграла золото, а Мирошниченко с 12 очками в 4 матчах стал вторым бомбардиром, вслед за другой восходящей звездой Матвеем Мечковым. Вы на канале Где моя клюшка Чувак, обязательно подписывайтесь на него в ютубе, в телеграме, ставьте большие пальцы вверх, а мы начинаем. Иван Мирошниченко родился в Уссурийске, там же и начал заниматься хоккеем. Правда, уже в 7-летнем возрасте Иван начал путь в столицу. Сначала его семья переехала в Воронеж, а через 2 года уже в Москву. Воспитывался Мирошниченко в хоккейной школе подмосковного Витязя, куда попал через полгода после переезда в столицу. Как сам рассказывал он, катался сразу классно, легко сдавал все различные физические тесты, поэтому часто играл с ребятами 2003 года рождения, хотя сам Иван родился в конце 2004. Последний год в школе Витязя для Ивана сложился мега удачно. Во-первых, в свои 16 лет его начали заигрывать в команде до 18, где он смотрелся отлично. За 16 игр забил 18 шайб и отдал 9 голевых передач. В этом же году получилось сыграть на Олимпиаде, правда на юношеской. Русским хоккеистам в Лозанне не было равных. 29 голов в 4 матчах и победа по всем фронтам над действующими чемпионами в финале. А в тройке лучших бомбардиров турнира сплошь русские фамилии – Мечков, Мирошниченко и Квачко. Вообще соперничество с Матвеем набирало только обороты. Сам Иван подтвердил, что на одной из тренировок они даже подрались, потому что играли в одном звене и не могли поделить шайбу, так как каждый тянул одеяло на себя. После такого довольно успешного сезона в 16 лет Мирошниченко решает перебраться в Америку. Он захотел пойти по стопам Андрея Свечникова и согласовывает переход в Маскегон из USHL. Но в итоге переход не состоялся, хотя на бумаге все уже было решено, и от Ивана требовалось только долететь в Америку, штат Мичиган. Что же случилось? Мирошниченко не одобрили визу. Потом уже ребятам удалось разобраться и выяснить, что главная причина это пандемия COVID-19. Ну и в итоге получилось так, что Иван на сезон 2020-2021 перебирается в Омск, где подписывает контракт на 3 года. Там он дожидается дебюта в МХЛ и сразу начинает набирать очки. За первые 20 матчей молодой талант забил 5 шайб и отдал 10 результативных передач. Контракт, как я уже сказал, был подписан на 3 года, так что следующие 2 сезона Иван провел в этом прекрасном городе. В сезоне 21-22, когда хоккеисту было всего 17 лет, но зимой исполнялось 18, Иван дебютировал в ВХЛ. Он успел провести в вышке 31 матч, в которых набрал 16 очков. А в начале 2022 года интернет облетела страшная новость. У молодого таланта, которого по всем прогнозам уже будущим летом должны были выбирать в первом раунде драфта НХЛ, диагностировали лимфому Ходжкина. Как выражался сам Иван о первых проявлениях болезни и ее обнаружении. Начал кашлять, пью сиропчик, проверился у врачей, оказалось это рак. Мирошниченко почитал в интернете, что от такой болезни уже лечились некоторые спортсмены и даже возвращались обратно в спорт, поэтому он был полон решимости побороть недуг. А один из таких борцов даже позвонил Ивану, это был Марио Лемье. Да, Марио проходил в своей карьере через это и, как выражался сам Иван, очень сильно поддержал его, зарядив позитивом. После чего Мирошниченко уже приступил к лечению, ему предстояло 4 курса химиотерапии. Но, к счастью, болезнь отступила уже после 2-го этапа, и Ивану удалось вернуться в спорт уже в мае того же года. Как раз надвигался драфт НХЛ, все были в предвкушении, куда же уедет молодая звезда российского хоккея, не станет ли для клубов НХЛ преградой медицинская карта Ивана. И в итоге уже под 20 номером Вашингтон Кэпитал забирает Мирошниченко к себе, чем очень огорчил пингвинов, которые выбирали следующими по 21 номером и даже проводили собеседование с Иваном, так что спрос на нашу молодую звездочку определенно был. Но мысли об НХЛ нужно было отложить, ведь у Ивана еще был действующий контракт с Авангардом.
Поэтому сезон 22-23 он провел там. Успел поиграть сразу в 3 лигах, больше всего, конечно, в КХЛ. Это 23 матча и, всего 4 очка, хотя для дебютных матчей в 2 лиге мира неплохо. Иван уже тогда выделялся игрой корпусом, контролем шайбы, прекрасным катанием и, естественно, броском. В плане броска его сравнивали даже с Александром Овечкиным, потому что он тоже любил щелкнуть из офиса. Ну вот, сезон закончился, Авангард вылетел отовсюду, откуда мог, а у Ивана оставался последний год по контракту с мячами, но он изъявил желание попробовать свои силы в Америке уже в сезоне 23-24. Поэтому они с Авангардом расторгли контракт по обоюдному согласию, и такая новость для мячей не стала неожиданностью. Вот какой комментарий дал генеральный менеджер Авангарда Антон Круянов. Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном, клуб отпустит его в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году. Мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Хотя и ходили слухи, что в Омске возмущены столь ранним отъездом Мирошниченко, чье лечение от рака оплатил клуб. А он, видите ли, вильнул хвостом и, так сказать, кинул Авангард. Шаг и правда неоднозначно. Если говорить непосредственно о хоккее, а не о морали, то неоднозначное послевкусие оставила игра Мирошниченко в плей-офф МХЛ. Парень, претендующий на звание омского Next One, набрал 0 очков в финале и полуфинале Кубка Харламова. Сезон 23-24 все-таки Иван начал в Хершибирс, фарм-клубе Вашингтона из АХЛ. И довольно, кстати, удачно. На текущий момент у Мирошниченко 47 матчей за клуб и 24 очка. При показателе полезности плюс 15. Естественно, такой довольно яркий дебют молодого и перспективного парня из России не мог остаться без внимания главной команды Вашингтона. И вот уже в декабре Мирошниченко все-таки предоставился шанс сыграть за столичный клуб. Вот какой он сам комментарий по этому поводу давал. Я приехал в Вашингтон погулять, и тут позвонили наши ребята, это Дмитрий Осипов, Богдан Тринеев, сказали, что меня из АХЛ вызывают в Capitals. Сначала я не поверил, конечно, но они такие: звони быстрее главному, там тебя ждут. И вот уже 5 матчей подряд Ваня играет за Вашингтон. Причем в среднем это порядка 12 минут за матч, вполне приличное время. Всего у Ивана 9 матчей за Вашингтон и 2 очка, это 2 запрошенных шайбы. Показатель полезности минус 2, 4 минуты штрафа, а среднее время на площадке 11 минут 42 секунды. Да, пока рано делать какие-то выгоды, но радует одно. Вашингтон борется за плей-офф, и в такой период боссы клуба доверились Ивану. Сейчас, например, столичным до заветной восьмерки не хватает всего 1 очка, а в недавнем матче против Эдмонтона Мирошниченко вообще вышел в первом звене с Сашей Овечкиным и даже отличился заброшенной шайбой. Правда, клуб проиграл 7-2. Мы верим, что Вашингтон попадет в плей-офф, а Иван им с этим поможет. Круто, что в 20 лет он уже проводит свои первые матчи в НХЛ и даже забрасывает шайбы. Особенно помня, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в 2022 году. Мирошниченко показал невероятную стойкость, боевитость характера. Мы ему желаем только успехов, будем пристально следить за его матчами в лучшей лиге мира. Спасибо, друзья, за просмотр, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.